Сегодня мы будем говорить о предотвращенных терактах. Терроризм стал, к сожалению, приметой жизни многих государств, элементом привычным для населения многих стран, в том числе и Российской Федерации. Силы правопорядка, спецслужбы оказывают всеми силами и средствами противодействия террористической угрозы, но складывается парадоксальная ситуация. Все мы, общество, знает о свершившихся терактах, знает, когда произошли страшные события, взрывы, но очень мало знает о той работе, которую повседневно проводят силы правопорядка по предотвращению террористических актов. За последние годы предотвращены сотни преступлений террористической направленности. Удалось не допустить гибели десятков тысяч людей, уничтожения зданий, госучреждений, магазинов, предприятий, школ, больниц и так далее, и так далее. Достаточно сказать, что вот за 6 последних лет, 6 я называю тот период, когда создан Национальный антитеррористический комитет, координирующий работу всех структур государства, было выявлено и ликвидировано около 1300 бандитских баз и схронов. За последние 2 с небольшим года предотвращено свыше 200 преступлений. Что за этим стоит? За этим стоят ликвидированные банды, члены бандитских групп, их лидеры, обезвреженные самодельные взрывные устройства, пояса смертников, мины, ловушки и так далее, уничтоженные схроны, заминированные автомобили, и нет числа объектов, которые явились здесь заботой правоохранительных органов. Наибольшее число предотвращенных преступлений относится к тем территориям, собственно, где терроризм проявляет себя наиболее активно. Это Республика Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чеченская Республика. Чтобы не быть голословными, мы расскажем все-таки о некоторых конкретных эпизодах. И сейчас вот в своем выступлении я как раз хочу затронуть эти вещи. Часто в информационных сообщениях информационного центра НАК, наверное, вы многие обратили, мы слышим, что там где-то, значит, ликвидирована, уничтожена, обнаружена лаборатория по изготовлению СВУ. Ну, как правило, эта информация проходит незамеченно. Мне хотелось бы на этом остановиться поподробнее. Бандподполье сегодня оснащается не только самым современным вооружением, боеприпасами, взрывчатыми веществами, но и пытается самостоятельно изготавливать самодельные взрывные устройства, СВУ так называемые. Только за истекший год свыше 10 крупных лабораторий подобного рода было уничтожено. Причем хочу обратить внимание, трудность вообще доступа в эти лаборатории заключается в том, что они, как правило, минируются бандитами, и поэтому взрывотехникам, оперативникам, тем силам правопорядка, которые пытаются, значит, проникнуть в них, надо быть настолько аккуратными и осторожными, чтобы не стать жертвами, значит, этих взрывов. Изъято за только прошлый год свыше 500 самодельных взрывных устройств, более 4 тонн взрывчатых веществ. Бандиты изготавливают это в своих схронах, бункерах. И я сейчас попрошу показать фрагмент номер 1. Это съемка, которая сделана непосредственно, значит, бандитским подпольем. Пожалуйста, да. Это снято в Дагестане. Вот этот бункер. Сразу скажу, что на сегодняшний день он уже ликвидирован. И часть этих участников... А это что, бинокль, ловушка будет, да, тоже? Обычная жизнь муджахидов, да? Типа это бинокль забросили и... Да, вот так, короче, поднимают. Да. А когда уже Аллаху Алам? Да, Жафи? Да. Так что вы видите, это достаточно серьезное сооружение, и работают над изготовлением самодельных взрывных устройств люди достаточно профессионально. Приведу 3 примера, относящиеся к буквально последнему месяцу, середина, конец марта этого года. Кабардино-Балкария, Нальчик. Информация, кстати, прошла почти незамеченной. Краткая фабула. В поле зрения попала группа молодых людей, которые собирались на даче.
Ну, буквально это в пригородах Нальчика. Бдительные граждане сообщили о том, что есть какие-то признаки, которые заставили обратить на это внимание. Когда была блокирована дача, было выяснено, что там находится несколько молодых людей, которые, собственно говоря, уже входили в состав конкретной бандитской группы. С помощью мегафона к ним обратились, сказали, значит, ну, выходите, значит, оставим вас живых, если, значит, вы согласитесь сдаться. И что в последнее время чаще и чаще случается, они пошли на это, то есть они не предпочли остаться живыми и не сопротивляться силам правопорядка. В результате вот допроса этих молодых людей было установлено, что в самом городе, недалеко от центра, в одном из гаражей находится склад-лаборатория, где кроме оружия и боеприпасов настоящий цех по производству самодельных взрывных устройств. Инструмент, станок, всякого рода емкости, весы, как в магазине, провода, кабели и так далее, и так далее. И 9 готовых самодельных взрывных устройств. Пластиковые канистры, кастрюли, довольно большой емкости, одна совсем очень большая, в которой обычно солят огурцы, там 30-литровая, все с часовыми механизмами, с взрывателями через радиоканал и нашпигованные дюбелями и арматурой. Взрыв одного из этих самодельных взрывных устройств привел бы к гибели большого числа людей в радиусе 100 метров. А если бы все это, весь гараж взорвался, то в радиусе 100 метров были бы тотальные разрушения, в том числе зданий, которые стояли рядом. Сейчас, конечно, работают следователи, они выясняют все детали этого теракта, который готовился. Значит, то ли это взрыв на трассе Пятигорск-Владикавказ, то ли это в центре города, следователи разберутся. Самое серьезное было в том, что у бандитов в руках находилось радиоуправляемое устройство, с помощью которого они могли привести в любой момент и осуществить взрыв. Я прошу, пожалуйста, покажите фрагмент 2, гараж в Нальчике. Да, вот эта лаборатория, она как раз в подвале под самим гаражом, ну, как бы смотровая яма приспособлена для размещения всего этого оборудования и вот этих самодельных взрывных устройств. Много взрывчатых веществ. Общая масса свыше 100 килограмм. Это достаточно серьезно. Тротилон эквивалент. Это направлено против людей, против наших граждан, против населения, поскольку все эти емкости были нашпигованы дюбелями и различными другими средствами поражения. Это показано, как они взрывают, приходится взрывать на месте, потому что некоторые установлены, ну, по существу на неизвлекаемость. Сколько судеб, сколько жизней людей спасено вот в результате вот этих действий правоохранительных органов спецслужб, ну, можно только нам догадываться. Второй пример. Та же Кабардино-Балкария, поселок Мир, Чегемский район, Чегемские водопады, прекрасные места, красивейшая природа. К сожалению, сегодня приходится иметь дело с бандитами, которые действуют вот на фоне этой прекрасной природы. И, значит, уже туристы боятся ехать, к сожалению, на Северный Кавказ. И это очень серьезные обстоятельства. Опять один гражданин обратил внимание, что молодые люди встречаются у реки, все время садятся на какой-то автомобиль, выезжают в пригород вот этого поселка и в каком-то таком довольно зажиточном доме постоянно кучкуются. Причем, когда опросили соседей, узнали, что машину хозяин дома меняет чуть ли не каждый месяц. Это уже был достаточно верный признак, что, видимо, имеет место столкновение с каким-то бандитским образованием. Это действительно оказалась бандгруппа юго-западного сектора, 7 человек. Дом этот был блокирован. Бандитам было предложено сдаться, но они в данном случае, это уже другой случай, они отказались это сделать, и в результате боестолкновения были
нейтрализованы. Но в чем особенность вот этой операции была? Помимо того, что там было выявлено и установлено самодельное взрывное устройство, тоже установленное на неизвлекаемость, и оно должно было взорваться, если бы туда взошли взрывотехники. 15 килограмм в тротиловом эквиваленте. Удалось его обезвредить. Эта банда занималась вымогательством средств у бизнесменов. Это сегодня основной способ формирования материального потенциала банд подполья. Но бандиты тоже действуют сегодня современными методами, не как это было раньше. Передается флешка, реальная, так сказать, флешка и сим-карта. И вот такая вот инструкция используется, в которой написано: вставьте флешку, прочитайте флешку, ставьте сим-карту. На сбор денег тебе дается 5 дней от получения конверта. Передачу денег мы укажем по телефону. Будьте разумными и не обрекайте себя на погибель. Это вот способ вымогательства. И очень часто, конечно, бизнесмены, они боятся заявлять об этих флешках в правоохранительные органы, предпочитают заплатить этот, как бандиты называют, военный налог. Все мы знаем о таком, к сожалению, знаем уже о зловещем предмете, как пояс смертников. Это изощренное орудие массового убийства, неоднократно применялось в терактах. В последние годы удается все чаще обезвредить тех бандитов, тех преступников, которые пытаются использовать пояс смертника. Вы помните, была ситуация у гостиницы «Националь», когда террористка, смертница, вдруг передумала в последний момент и не дернула за кольцо взрывателя. Так вот, сейчас бандитское подполье страхуется от подобного рода действий смертника. Внутрь этого пояса монтируется радиоуправляемое устройство, которое позволяет в любом случае привести его в действие. То есть испугался смертник, не выдернул кольцо, но находящийся за 300, 400, 500 метров бандит нажмет кнопку автомобильного пейджера, и взрыв все равно произойдет. Предотвращение терактов – это громадная, комплексная, большая работа, оперативно-розыскная. Боевая работа, когда требуется четкий расчет сил и средств. И главная задача – избежать жертв среди мирного населения и потери среди сил правопорядка. Побудить блокированных бандитов к переговорам, сдаться. Я вам скажу, что во всех боестолкновениях сейчас в обязательном порядке через мегафон или по телефону, по мобильному, обращаются к бандитам. Выходите, выпустите женщин, выпустите детей, стариков, непричастных лиц, сдавайтесь, вы сохраните свою жизнь. Это тоже немало для человека. То есть дается шанс остаться живыми. И я вам скажу, что число подобного рода случаев, когда все-таки складывается оружие, оно на сегодняшний день растет. В этих переговорах принимают участие и жены, и родители, и общественные деятели, и правозащитники, все привлекаются для этого. И очень важный аспект – это предупредительная, профилактическая работа, защита объектов критической инфраструктуры, заводов, электростанций, железных дорог и так далее, и так далее. Назову вам такую цифру. Свыше 30 тысяч проверок в год проходит по всей стране. Вот в ходе такой проверки в Дагестане, например, на железнодорожном полотне установили 10 мощных газовых баллонов по 30 килограмм взрывчатки в каждом. 300 килограмм взрывчатки. Это пущенный под откос большой состав. Контроль за местами массового скопления людей, вокзалы, аэропорты. У нас есть трагические истории в нашей жизни, мы помним об этом все время. Там же, в Дагестане, обратили люди на рынке, что туда привезли бетонный блок, ну, что-то не так. Вот как бы все блоки отдельно привезли, а этот привезли на отдельной машине. Значит, осмотрели блок и вдруг обнаружили внутри замурованную полость 60 килограмм взрывчатки. Такой бетонный блок, похожий на все остальные, мог быть расположен в любом месте проезжей части. Задача, конечно, готовность всех сил и средств правопорядка к действию в случае террористического акта. Для этого в год проходит не менее 300 учений. 300 учений. По больших из них мы просто не рассказываем. Вы, может быть, узнаете об этом частично.